Но вот сегодня наша программа будет посвящена, пожалуй, одному из самых знаменитых и любимых нашим народом полководцев Великой Отечественной войне Константину Константиновичу Рокоссовскому. Алексей Валерьевич, ну давайте начнем наш рассказ об этом замечательном советском полководце, любимце женщин, любимце своих однополчан, сослуживцев. И человеке загадочной судьбы, поскольку официально в биографии у него написано, что он родился в Великих Луках. Ага. Однако есть сейчас уже документы, в том числе собственноручно им написанная автобиография, где место рождения указывается точно Варшава. Угу. Причем, если исходить из того, что написано было, и в том числе и найденных уже и польских документов, то он не Константин Константинович, а Константин Ксаверьевич. Угу. И его, опять же, официальная дата рождения, то есть 1896 год, тоже не соответствует документам. По документам Варшава 1894 год. То есть он, оказывается, старше и Жукова, и Конева. Да, то есть он человек был действительно, во-первых, и старше, и когда он поступал добровольцем на Первую мировую войну, он уже был, что называется, вполне сформировавшимся человеком. Он из простой семьи, то есть из рабочих, он не дворянин. Не польская шляхта, условно. Да, не польская. Не тухачевский. Да, я бы так сказал, что это ему пошло скорее на пользу. И действительно, он был один из тех, кто в сознательном возрасте с самого начала прошел Первую мировую войну и показал там себя очень храбрым и решительным человеком. Служил он в кавалерии, и несмотря на то, что Первая мировая война с этими раскинувшимися от моря до моря позиционными фронтами не сильно благоприятствовал использованию кавалерии, но все же Восточный фронт Первой мировой войны, он был более динамичным. Это не вот опутанный проволокой, так сказать, практически не оставлявшая в дороге кавалерии Западный фронт. Поэтому кавалерийские рейды и с той и с другой стороны, и со стороны русской императорской армии, со стороны немцев-австрийцев, они были. И какие-то, так сказать, атаки, они тоже были. Это было еще, как говорится, до гражданской войны. Вот в гражданскую войну у Рокоссовского уже там были даже чисто кавалерийские атаки. Причем был эпизод, проходящий по наградным, когда он захватил целую артиллерийскую батарею. Ну, не сам один, а именно вот подразделение, которое он вел в бой. То есть в составе эскадрона, условно говоря. Да, он захватил целую артиллерийскую батарею, учитывая, что гражданская война, это были такие отрядики, очень условно называвшиеся дивизиями и армиями, и бывшие бледной тенью дивизии и армии Великой войны. Батарея, это да, это был большой куш. И еще у него такой был эпизод в его биографии в гражданскую войну, когда он лично сражался с белогвардейским генералом, и тот его ранил из пистолета, а Рокоссовский его зарубил шашкой. То есть человек, безусловно, личной храбрости, и самое главное, с кавалерийским мышлением. Потому что это было очень важно в условиях Второй мировой войны, войны моторов. Я не могу сказать, вот о Рокоссовском говорят очень много позитива, я все же попробую составить объективную картину, поскольку Рокоссовский, несмотря на свое, так сказать, кавалерийское мышление, у него все же, ему пришлось учиться использованию танков. Танки — это очень большая специфика, и в своей службе Рокоссовский шел именно по кавалерийской стезе, это нормально. Очень многие полководцы и, так сказать, лидеры, в том числе и танковых соединений, начинали в кавалерии. Это как раз нормально. До войны он дошел до должности командир корпуса кавалерийского, причем у него в подчинении был Жуков. Есть известная фраза, известная легенда, как Рокоссовский написал в характеристике Жукову: к штабной работе не способен. Этот момент стоит объяснить. Здесь идет речь не столько о неспособности к штабной работе, как вот функционального военачальника, деятельности военачальника, а о разном характере двух полководцев. Это именно просто разная стилистика. Каждый из них имеет право на существование. Рокоссовский всегда стремился быть человеком, который находится в центре обработки информации в штабе, принимает решения, но к нему все стекается, он находится, что называется, в центре принятия решений.
А Жуков, как и многие другие, как, например, Модель или Роммель, они предпочитали ездить вперед. Это тоже была стилистика допустимая, распространенная, и как бы Жуков ее вообще требовал, настаивал. Но это просто характер человека. И вот эта вот характеристика, неспособен к штабной работе, она происходит именно из-за разного подхода. Будучи начальником, Рокоссовский тоже предпочитал исповедовать свой принцип. А когда подчиненный ему командир предпочитает, что называется, быть впереди, это интерпретируется как то, что у него нет склонности к штабной работе. Хотя Жуков, как планировщик операции, себя показал очень хорошо. Так что вот эту характеристику главное правильно понимать, что это не... То есть контекст понимать. Да, контекст, что это не характеристика человека, а характеристика полководческого подхода. И двух разных полководческих подходов. Дальше были трагические события 1937-1938 годов, когда Рокоссовский был арестован. Вообще объективная история репрессий, она не написана. Репрессии очень многослойный процесс, пирог. И когда его сводят, что называется, к архипелагу ГУЛАГ, как говорится, полнейшая ахинея и агитки, это к реальности имеет отношение... Это вообще даже непонимание того, что происходило, и кто вообще стоял за этими репрессиями. Вот вы правильно сказали, что это многослойный пирог, потому что там был пирог, условно его назовем, сталинский, там был ежовский, безусловно, пирог, там вообще был пирог так называемых НКВДшников, которые, что называется, сорвались с цепи, и нам процессы над НКВДшниками в 1938-1939 году это показывают. Это же были открытые процессы. Да, вот то, что называется ежовщина, да, и при этом назначение репрессий для разных, так сказать, и социальных групп, да. Там приказ, Рокоссовский не попадал под приказ, который охватил основную массу репрессированных, так называемый оперативный приказ 30447, оперативный приказ Ежова. Он подать не попадал, но в армии были группировки, которые в том числе и боролись за власть, и вот это вот столкновение за влияние в армии на самом деле очень сильно вот это вот выстраивание своих людей. Ну да, групповщина. Это на самом деле нормально, это чаще всего способствует позитивно, так сказать, продвижению по службе грамотных людей, но одновременно это приводит к столкновению в каких-то крайних ситуациях. И Рокоссовский пал жертвой таких вот столкновений. При этом к его чести надо сказать, что он ни на кого ничего не написал. Он потом рассказывал слушателям Академии, это есть такой участник войны, очень интересно пишет неизвестный советских полководцев, Свердлов. И он там говорит о рассказе Рокоссовского, как его били. Говорит, один, естественно, со мной не мог справиться. Они меня кидали впятером. Но, так сказать, его не заставили, ему выбили 9 зубов, но его не заставили ничего написать. А дальше пошел обратный откат. Рокоссовского возвращают в армию. Это во время так называемой Бериевской реабилитации. Да, реабилитация, когда он в 1940 году возвращается сначала на должность кавалерийского корпуса, он, конечно, потерял 3 года. Но на самом деле для того, чтобы продвинуться, нужно было еще и куда-то попасть. Вот если бы он, например, попал на финскую, может быть, он бы продвинулся. Точно так же, как говорят, а вот Жуков уже стал там, взлетел высоко. Когда он взлетел высоко? Он взлетел после Холхенгола. Да. Если бы Рокоссовский не попал куда-нибудь на финскую или на Холхенгол, то он мог остаться на той же самой должности. Или, максимум там, продвинуться где-нибудь в штаб армии. Поэтому не надо тоже преувеличивать значение вот этих 3 лет. Потому что армия скачкообразно начала расти все же с августа 1939 и до 1941 года. Период 1937-1939, он был такой достаточно вялого роста, и количество соединений начали они, как говорится, расти как грибы после дождя, именно на рубеже войны, то есть в августе 1939 года, и процесс длился, собственно, до весны до 1941 года. Быстро достаточно Рокоссовский попадает на должность командира механизированного корпуса. Здесь нужно сказать, что Рокоссовский как раз был удачным выбором как кавалерист, поскольку кавалерийских корпусов они сокращались, их было мало, и, строго говоря, даже кавалерийских командиров тоже было мало. Поэтому на должность командиров мехкорпусов часто попадали случайные люди.
либо неподходящий по масштабу своей личности и полководческого таланта. А Рокоссовский должности командира корпуса, безусловно, соответствовал механизированному корпусу. Другой вопрос, что ему достался не самый лучший корпус. Ему достался корпус, я бы так сказал, промежуточный. Вот 9-й мехкорпус — это промежуточный между 8 хорошо укомплектованными 40-го года, потом к ним добавили еще один, а потом началось вот это, так сказать, строительство, доводившее число мехкорпусов до 30, точнее, до 29 штук перед войной. Вот совсем, так сказать, убогие свежего формирования — это все же после. А вот 9-й, он был такой как бы переходной и был хоть и укомплектован слабо, но, тем не менее, не худшим представителем, в том числе и по командному составу. Достаточно сказать, что командиром дивизии у Рокоссовского был Катуков. Точнее, он был на отдыхе и приехал не сразу, а попал уже, что называется, на поле боя. Тут проблема в том, и проблема исследователя, что документов не сохранилось. Даже огрызки документов, которые лежат в архиве Министерства обороны по 9-му мехкорпусу, там на них стоят немецкие штампы. То есть уже осенью, когда был Киевский котел, они попали трофеями к немцам, и потом уже к нам вернулись. Поэтому о деятельности Рокоссовского известно немного. Самый его, так сказать, яркий эпизод в тот момент — это то, что он яростно, я бы так сказал, и кавалерийским наскоком, что называется, вот как батарею он захватывал, точно так же он добился того, что ему дали грузовики. Потому что грузовики должны были получать по мобилизации. Были, так сказать, склады, и начальник складов говорили: а мы не дадим ничего. Так сказать, эта машина предназначена для другого. И практически вот кавалерийским наскоком эти машины отбирались и давались на комплектование корпуса, потому что ждать, пока по мобилизации откуда-нибудь из далекого города, из Запорожья, приедут автомашины, это было самоубийство. А это автомашина для личного состава, для передвижения, да? Потому что что такое мехкорпус? Вот в чем была проблема 9-го мехкорпуса? То, что у него не было лошадей. То есть лошадок отобрали? Да. А его формировали на базе КАВ-корпуса, да? Не, формировали его не на базе КАВ-корпуса, его формировали заново там из танковых бригад и там из стрелковых частей. То есть здесь ему, можно сказать, не повезло, потому что как бы с нуля создавался, и автомашин нет, лошадей нету по штату, и никогда не было. И надо как-то выкручиваться. Потому что понятно, что в планах, если посмотреть план, там написано, что вот, вам приедут, вам занаряжено. Ну, когда это занаряжено? А так, есть какие-то машины, которые есть на складах, которые, ну, так сказать, автобаты, например, то есть уровня там, автомобильных частей фронта. И Рокоссовский в силу обстоятельств резкого развития событий забирает их себе. Автобаты потом, понятно, получили из народного хозяйства, а он сумел выскочить и попробовать продержаться под Луцком, потому что он собрал нормальный, так сказать, передовой отряд, который, по крайней мере, вышел вперед и не дал сходу занять Луцк. Но здесь вот что мне, например, не понравилось в воспоминаниях Рокоссовского, в их версии, которая уже освобождена от цензуры, он очень так неприятно высказался о Семенченко. Семенченко — командир 19-й танковой дивизии, которая реально просто легла костьми на пути немцев. То есть ее 2 танковые дивизии просто вот в бою, так, Войница, Александровка, ее просто разметали в клочья. Я себе представляю состояние человека, который попал в бой, и его просто вот за несколько часов стерли в пыль объективно, потому что на него навалилась просто достаточно могучая сила, которая просто его Т-26 несчастный перестрелял, как на полигоне. И вот когда он приехал растерянный в штаб Рокоссовского, его тоже можно понять. А Рокоссовский его практически, так сказать, высмеивает, хотя Семенченко потом дали по итогам Героя Советского Союза. И вот это мне сразу так вот резануло. Ну, там, может быть, какие-то личные были. Может быть, какой-то личной симпатии, антипатии, потому что они, в общем, служили в одном. А Семенченко, он всю войну прошел или он погибнет? Не, он прошел войну, но после Марса, то есть он, можно сказать, его карьеру подрезал Марс, когда он был командующим. В 43-м году? В 42-м году. И, так сказать, дальше уже... А он там командующим армией был, да? Не-не-не, командир танкового корпуса. Он был командир танковой дивизии,
дивизии, потом бригада, потом Танковый корпус. да, танковый корпус, но не сильно удачно выступил в Марсе. И вот всех, кого через Марс прошел, там очень много людей, для них это был, можно сказать, финал карьеры. Но, тем не менее, Рокоссовский действовал, насколько можно судить по тем огрызкам, достаточно разумно. Другой вопрос, что сил там на могучий контрудар, как под Дубно, у него не было. Ну, не мог он сделать, как 8-й мехкорпус, просто потому, что у него не было нужного количества КВ-34. И тут, как говорится, и Катуков не справился. А они по соседству 8-й мехкорпус, это Власов, да? Не, 8-й мехкорпус — это Рябышев, Рябышев. кавалерист, кстати, Рябышев. Но у 8-го мехкорпуса у него был там 100 Т-34, с этим уже можно что-то делать. Да. Он был южнее. А Рокоссовский, он был, можно сказать, практически на крайне правом он на фланге. границе был, да, там Белоруссия, Припять, вот этот Да, вот. Припятской области, да. И в основном он оборонялся. А потом пошла волна вот это расформирования механизированных корпусов. Рокоссовский отправляется уже на западное направление, и вот тут он получает отличную команду. Команда во главе с Малининым, это начальник штаба 7-го мехкорпуса. Формируется так называемая Ярцевская группа войск. 7-й мехкорпус после Лепеля, мы обсуждали его при передаче про Тимошенко. Элитный 7-й механизированный корпус, в нем служил сын Сталина, дислоцировался в Московском военном округе. Туда собирались самые, что называется, инициативные и решительные командиры. И там был человек, который начал войну полковником, а закончил генерал-полковником. Это Малинин, который стал начальником штаба Рокоссовского. Вот Да, если... Михаил Сергеевич. Да. Он всю войну, кстати, прошел практически с ним. Да. Единственное, на заключительном этапе Берлин. Жуков его оставил начальником штаба Первого Белорусского у себя. Да, у себя, и, можно сказать, Рокоссовский подарил свою команду, но вот эта команда, вот если, например, Ватутин, он был такой человек-оркестр, то Рокоссовский добился большого успеха именно созданием очень крепкой, сильной команды, которая шла с ним, можно сказать, всю войну. Ну да, там Малинин, Трубников, по-моему, потом Казаков, артиллерия. Да, артиллерист. То есть у него были очень мощные, сильные игроки в его штабе. Он, кстати, сохранился даже в кинохронике, когда на Ярцевском направлении приезжали корреспонденты. И там они все, и Рокоссовский, и Малинин, там над картой. И вот понимаешь, что вот это люди, которые ковали победу уже тогда. Там пришлось, что называется, собранными сбору по сосенке частями наносить контрудары. И задача Рокоссовского тогда была не дать замкнуть Смоленский котел. То есть немцы охватывают, и остаются им до соединения совсем чуть-чуть. И надо со всех сторон стучать по вот этим остриям, которые вот-вот сомкнутся и окружат две армии под Смоленском. И Рокоссовский был как раз вот северным молотком, который не давал северной клешне, 39-му корпусу, дойти навстречу его соседу из группы Гудериана. И вот в этих боях формировалась, собственно, и команда Рокоссовского спаивалась, и его собственное, так сказать, мастерство и то, что его стали замечать. Логично, он стал командармом. Вообще это, в принципе, было... Нельзя сказать, что он скакал там через ступеньки. Из командира мехкорпусов командарма путь был естественным. Этот путь прошел и тот же Фекленко, соседний 19-й мехкорпус, и Рябышев командовал армией, и даже не к ночи будет помянутый Власов попал. Это нельзя сказать, что Рокоссовский в этот момент скакнул. Тем не менее, его заметили. И его заметили, показывает то, что его поставили к осени, к началу операции «Тайфун», на самое главное направление, которое Конев, который стал командующим Западным, самое главное. Волоколамское, да? Да, нет, тогда не Волоколамское, а Минское шоссе, то есть Минск-Москва. Перед Вязьмой стояла заслоном очень хорошо укомплектованная армия Рокоссовского на узком фронте, так сказать, с сильной артиллерией, и считалось, что через нее немцы пойдут на Москву вдоль шоссе. А 16-я армия. Да, 16-я армия Рокоссовского, но когда стало понятно, что немцы пошли вокруг шоссе, предпочтя не стучаться лбом в Рокоссовского, а шарахаться по лесам и болотам, да, Рокоссовского выдергивают. Опять же, его заметили, и он был именно тем человеком, которого сразу его штаб изымают и отправляют в тыл формировать заново линию фронта. И здесь ему повезло. Ему повезло в том плане, что ему дали время на
подготовку к боям. Потому что там как было, идут немцы на Москву, вдруг один из корпусов, 41-й, так раз резко разворачивает на Калинин, он несется на Рокоссовского, вдруг резко разворачивает, с визгом тормозов, несется на Калинин. И, соответственно, вот несколько дней, пока подошли другие, у Рокоссовского была возможность укрепить оборону, но это было везение, но нельзя сказать, что вот ему всегда везло. Вот Рокоссовский в октябре под Москвой — это человек, который воюет без танковых бригад. Вот в отличие от его соседей, чем он, опять же, так сказать, отличался и сумел справляться, он воевал без танковых бригад, потому что к нему бригады постоянно не доезжали. Потому что соседняя, так сказать, 5-я армия была, можно сказать, такой черной дырой, куда все постоянно проваливалось как в бездонную бочку. И к Рокоссовскому едет бригада, а Жуков там пообещал, сейчас к вам приедет Константин Константинович, так сказать, вам выделено. Бригада в последний момент разворачивается и уезжает к соседу. Либо крайний случай был, это 28 октября, самый конец октября, когда тоже к нему едет бригада, и ночью ее лично Жуков разворачивает против прорыва под Рузой. И Рокоссовский, вот, он отбивался от, по крайней мере, 2 танковых дивизий без своих танков. Вот он из всех, так сказать, командующих армиями, он единственный, кто вынужден был обходиться артиллерией. И кроме того, как бы, ну, я думаю, что Рокоссовскому это было привычно, у него сбоку зияла огромная дыра, прикрытая кавалерийскими разъездами Доватора. Вплоть до Калинина, вот армия заканчивается, и после этого идут просто леса. Ни окопов, ничего, просто леса, и там конники Доватора ездят разъездами. То есть с одного из флангов вообще ничего нет. Слева черная дыра, которая постоянно жрет бригады, дивизии. Перед ним 2 танковые дивизии, сбоку пустое пространство. И вот в этой ситуации он бился за Волоколамск. Волоколамск он отбивал только артиллерией. Но, тем не менее, действия и дивизии Панфилова и артиллерийских 2 полков попали в учебники. И когда Волоколамск потеряли, было разбирательство. Каждый раз, как теряли какой-то город, было разбирательство. И Рокоссовский, и Панфилов это разбирательство благополучно пережили. То, что называется, город потерян, но в силу непреодолимых обстоятельств. Да. И то, что, опять же, он этого не говорил, нигде в документах не пишет, он мог сказать: бригады, хоть одну дайте, одну. Потом ему дали, а вот дальше последовал ноябрь, когда на него уже навалилась основной массы наступления немцев. До этого он был одним из, а тут стал направлением главного удара. То есть Волоколамское шоссе и вообще вот северное направление стало главным ударом, и тут пришлось, конечно... Это в ноябре, когда немцы приступили к второму плану, это московские Канны. Ну, да, окружение, да. То есть они по документам, конечно, у него нет такого красивого наименования, там, Тайфун, там, Канны, это просто был очередной план, там, директива какая-нибудь там. Ну, да. Да, но реально это, да, право, что флангов, да. Канны, то есть это как бы с точки зрения в конфигурации операции, да, это Канны, классический, так сказать, охват на окружение. И действительно, Рокоссовскому пришлось тяжело, потому что на него приехал из-под Калин вот те, кого он избежал, и со всех сторон на него начали нажимать. А это 3-я танковая группа ГУТа, что ли? Кто там? Уже Рейнгард, да. А, Рейнгард. Да, уже, так сказать, они были переброшены, правда, за вычетом одного корпуса, но, тем не менее, пошли в обход Москвы с севера, и были одной из проблем, то есть у него были проблемы справа, и слева, и в этой ситуации произошел вот этот эпизод с Истрой. То есть вот этот эпизод с Истрой, его тоже надо правильно понимать, потому что он выстраивается по, обычно про него рассказывают, это страшный Жуков, деспот, и Рокоссовский, который принял правильное решение. К сожалению, это не так. Здесь в этом споре прав Жуков. Дело в том, что Рокоссовский, может быть, принял изначально разумное решение отходить на рубеж Шестеринского водохранилища, но он принял его не вовремя. Стали отходить днем. Нормальной практикой было отходить ночью. Причем Рокоссовский в мемуарах так он ушел от этой темы. Вот если какие-то вот некоторые вещи он педалирует, а тут он ушел от темы, сказал, ну, приказы до войск не дошли, все осталось в штабах, и я как бы сказал, что да, вот будем, приказали сверху держаться, мы будем держаться. На самом деле все было очень плохо. Ну, понятно. То есть все приказы дошли вниз, и пошел фронт сыпаться.
Из-за того, что отходили днем, практически на плечах отходящих немцев, причем приказ, там ситуация практически вот, хуже не придумаешь, когда мост южнее плотины Истринского водохранилища, ну, между Истрой городом и водохранилищем мост. Мотострелковая бригада, которая стоит, его защищает, получает приказ отходить, она проезжает мост и уезжает в тыл. И через несколько часов приезжают немцы, этот мост захватывают, даже без всяких там бранденбуржцев. И все начинает сыпаться просто как шашечка домино. То, что Жуков был в ярости от этого, это не вызывает никаких сомнений, потому что у него и так проблем хватает. Клин, Солнечногорск. И тут еще на ровном месте валится еще Истринский рубеж. И вот этот вот обвал, он продолжается. Он, во-первых, поглощает резервы для того, чтобы исправить. На самом деле, если честно говорить, то это косяк Рокоссовского. Понадобилось выдергивать бригаду аж из Горького танковую, то есть свежесформированную, привезли из Горького и кинули сразу в бой. Немцы еще форсируют Истринское водохранилище, потому что так получается, что дивизия Панфилова отходит на рубеж Истринского водохранилища. Вместо того, чтобы на нем стать стеной, ну пусть она там, дивизия уже изрядно потрепана, но тем не менее на водохранилище, ее еще сбоку обходят, с севера с Клина обходят, и дивизия оказывается раздергана. В результате на то, чтобы удержать немцев от переправы, остается один полк. Истринское водохранилище, плотина, взрывчатка не детонирует. Ну, пытались взорвать, но взрывчатка просто целиком не бахнула. Поэтому была дыра, через которую что-то выливалось, и даже уровень просел в водохранилище, лед повис. И немцы были вынуждены его обвалить и там строить понтонную переправу в воде. Так они по льду переправились, а так раз, и вода ушла. Но вода ушла не так, чтобы там, когда говорят поток высотой 2 метра, там, если 2 метра был, то в, как говорится, 100 метрах от водохранилища. Потому что взрыв был неполный, немцы даже переправлялись по этой, танки тяжелые, они ездили по, собственно, самой плотине. И на самом деле Рокоссовский оказывается в очень плохой ситуации, когда у него фронт стремительно сыпется. Через Истринское водохранилище переправились, несутся уже к Москве, к Крюково. И на самом деле вот в этот момент Рокоссовский входит в ступор просто. Вот этот момент его, я думаю, самый страшный в его карьере. Я думаю, даже, как говорится, в камере НКВД не было ситуации настолько критической, когда уже в 2 шагах от Москвы, а немцы прут и прут, прут и прут. Обошли с одной стороны, с другой. Но тут как бы вот Жуков на него накричал, и он его вывел из этого, так сказать, ступора. Да, и Рокоссовский сразу начинает более, так сказать, энергично действовать. Крюкова хоть теряют, но его начинают контратаковать. Помаленьку ситуация справляется, а потом уже идет контрнаступление. Но вот этот вот Истринский рубеж, он был критический, я бы так сказал. Если бы Рокоссовский отступил еще километров на 10, я думаю, что его бы отстранили от армии. Ну, может быть, здесь, возможно, кстати, Жуков выступил его адвокатом, потому что, несмотря на достаточно такой как бы неприятный момент, судя по всему, как говорится, наверх это не дошло. И как бы никаких криков из Кремля о том, что вы наделали, их не было. Ну, там случилось и случилось. Как бы внутренняя кухня, она осталась, что называется, за широкой спиной Жукова. И несмотря на вот эту, я бы сказал, ошибку, все ошибаются. Вот у Рокоссовского критический момент — это ноябрь 1941 года, а дальше уже пошло более ровно, и именно его, опять же, выполняет роли палочки-выручалочки под Сухиничи. Когда идет наступление, немцы город Сухиничи удерживают в круговой обороне, его обходят, но дальше нет пронину, потому что через Сухиничи проходит коммуникация. Но, тем не менее, Рокоссовский с этой ситуацией справляется. Гарнизону Сухиничи разрешают, так сказать, уйти в туман, то есть его деблокируют и уходят. Сам узел дорог остается, Сухинический выступ стоял как стена, потом весь 1942 год. Рокоссовского ранят, и следующий его этап жизненный — это вот как раз Сталинград. При этом про его деятельность обычно пишут мало.
Но, тем не менее, он был новым человеком вместо Гордова, который должен был попытаться решить неразрешимую задачу. То есть к северу Сталинграда был позиционный фронт, Верден в степи. И дойти до Сталинграда, там люди, я читал воспоминания там, участников, видны строения там, на окраине Сталинграда. Вроде бы, как говорится, птица долетит. А много недель стояли, не могли продвинуться. И последнюю попытку на этом поприще предпринимает Рокоссовский, к сожалению, неудачную. Неудачно. Да. Его поставили в конце сентября на Донской фронт. И в октябре, в середине октября он предпринимает последний бросок, попытку дойти до Сталинграда и отрезать немцев, которые стоят на берегу Волги. В штабе сидел человек-доносчик, который все разговоры записывал между Малининым, Рокоссовским и, так сказать, слал в органы. И там есть, что Рокоссовский досадовал, что у нас нет хорошей пехоты, да, 2 полка бы, и мы бы до них дошли. Ну, это, кстати, справедливо. Это говорит о том, что Рокоссовский понимал суть проблемы, в том, что действительно, когда есть пехота, которая способна проскочить огонь артиллерии. Потому что в чем была сила немцев тогда? Они били, имели господствующие высоты, с них смотрели и били из-за высот, откуда их не видно, тяжелой артиллерии. Соответственно, тяжелая артиллерия простреливает некую полосу. Ну, понятно, что эта полоса там исчисляется там, километров в ширину, там, несколько сотен метров в глубину. Вот если эту полосу грамотная пехота проскакивает, дальше уже можно брать немцев тепленькими. Но человеку очень тяжело, нетренированному, знать, вот, что надо проскочить этот рубеж, на котором рвутся снаряды. То есть вовремя вот взять и, так сказать, броском это преодолеть. Вот Рокоссовский говорит именно об этом. Тут надо правильно интерпретировать, что называется, его слова, произнесенные в том числе сгоряча, не потому, что он своих солдат не уважал, он просто понимал важность выучки, в том числе как человек, который сам лично воевал в гражданскую, воевал в Первую мировую, он понимал, что это не стена, ее можно преодолеть, но для этого надо волю собрать просто в комок и рывком. Это человек очень хорошо обученный может делать. Это могла делать пехота второй половины войны. Но, тем не менее, получается все хорошо. На справедливости ради, опять же, надо сказать, что Рокоссовский принял достаточно незначительное участие в планировании урана. Он предложил одну из вариаций вот этого плана прорыва по кратчайшему расстоянию. От него отказались, у него забрали дивизии, и был уран такой, как мы знаем. Ну, как задумали. Как задумали, с широким охватом. Но тут Рокоссовский, говорю, вот его предложение, если предложение Еременко было нереализуемое, но со здравым звеном, из которого потом раскрутили уран, то предложение Рокоссовского, оно было просто, что называется, повторением пройденного. И план не жизнеспособный, так скажем. Хотя он, опять же, он ограничивался своим фронтом донским. Но, тем не менее... А Донской фронт, он в Сталинградской битве играл, вот, по крайней мере, на оборонительном этапе вспомогательно все-таки роль, да? Ну, скажем так, он появился уже на излете обороны 30 сентября. До урана оставалось 1,5 месяца. Уже операции постепенно остановились. Он стал наследником, как говорится, старого Сталинградского и фактически новым формированием. Который занимал к северу Сталинграда. То есть был Донской фронт, сбоку от него юго-западный Ватутино, который, собственно, нанес самый могучий удар. А там юго-восточный был, который стал Сталинградским и Еременко. То есть главными игроками именно в уране были все же Еременко с Ватутиным, а Рокоссовскому досталась уже ликвидация немцев. Вот, и я поэтому и хотел спросить, а почему в такой ситуации ликвидация самой сталинградской группировки в самом городе досталось именно Рокоссовскому? Ведь Еременко даже обиделся, считая, что он играл ключевую роль. Я думаю, что тут Андрей Иванович, конечно, зря обижался. Рокоссовский просто стоял ближе всего, достаточно был многочисленным, и тем более его как бы фронт, он так вот сворачивался на внутренний фронт. Ну тот фронт был растянут по Волге. Да. Он был довольно... Сталинградский фронт, его задача была все же уже идти на запад в сторону Ростова. Я не думаю, что Андрей Иванович, так сказать, может быть, он просто... по крайней мере, так интерпретирует. Да, он с сердцем, как говорится, может быть, был связан со Сталинградом, которым он, что называется, с августа бился. А так, да, вполне логично получилось, что Донской фронт остался под Сталинградом, так сказать, в роли бублика вокруг
окруженных немцев, а и Ватутин, и Еременко ушли на запад. И здесь, на самом деле, в западню попало больше немцев, чем запланировалось. Причем первоначально Рокоссовскому должны были дать гвардейскую армию Малиновского, свежую, сформированную в тылу, но ее вынужденно бросили на отражение контрудара. Соответственно, он остался без резервов. И одна из особенностей операции «Кольцо», что она проводилась практически, не соотношение 1 к 1, у наших было войск все же больше, чем у немцев первоначально, потому что немцы, так сказать, несли обвально потери, но тем не менее основной силой была артиллерия. То есть немцев дожали таким, как я его называю, гидравлическим прессом, вот как терминатора давили. Вот также армию Паулюса дожали гидравлическим прессом, артиллерии прислали Рокоссовскому Воронова. Это представитель ставки ВГК, главный Да, маршал. представитель ставки, он был спец по артиллерии. И действительно, Рокоссовскому дали много артиллерии, и за счет этой артиллерии, так сказать, немцы, собственно, дожимались, загоняли обратно в город, и там уже Там в составе этого фронта, по-моему, была 65-я армия Батова. Батова. Да, вот Батов был как раз основной получатель вот этой вот мощной артиллерийской группировки, которая, во-первых, на самом деле там и тяжелые танки «Черчилль» ленд-лизовские туда пошли, и вот так вот их давили немцев с запада на восток, гнали к Сталинграду. Но это был такой, я бы сказал, осторожный вариант. То есть ставка говорила, давайте их дробить на куски. Ну, эта идея хорошая, но вот непонятно, насколько это было действительно реализуемо. И Рокоссовский предпочел пойти путем таким прямолинейным, но работоспособным. То есть просто гнать с запада на восток, постепенно сжирая аэродромы, потом придя, собственно, на улицы Сталинграда обратно, рассекая пополам и принимая капитуляцию. То есть, в общем, задача операции «Кольцо» была выполнена. То есть началась она 10 января, 31-го Паулюс сдается, 2 февраля ликвидирует немцев в районе заводов. И это был такой вот уже... Венец. Да, ну, для Рокоссовского, конечно, это был еще не венец, но это был такой... Я имею в виду венец Сталинградской битвы. Венец Сталинградской битвы, ее завершение, и дальше Рокоссовского уже отправили, от него требовали быстрее завершать операцию, и в эшелоны, и победители ехали громить уже группу армий «Центр». И начиналась уже вот совсем другая история, когда Рокоссовский стал одним из главных участников, переломный для всей войны Курской битвы. Вопрос уточняющий. Значит, после завершения Сталинградской битвы этот фронт был ликвидирован, да? Да, и он... Костяк всего этого фронта погрузился на эшелоны и двинулся на запад. На запад, но его на самом деле растащили на несколько направлений. То есть, например, 6-ю гвардейскую армию, бывшую 21-ю, отправили к Ватутину после Харькова. Да. Но так основная армия Жадова в резерв вывели. Но тем не менее штаб Рокоссовского принял войска, которые стали войсками Центрального фронта. Вот так вот. То есть, условно говоря, там весной 43-го года формируется управление Центрального фронта, да. Он вступает в командование этим фронтом и готовится вот к предстоящим летним баталиям. Ну, даже не летним баталиям, он завершает кампанию локальными наступлениями, которые уже сталкиваются с переброской немцев в резерв. То есть, каким образом немцы закончили вот эту... остановили свое отступление, местами переходившее в бегство. Во-первых, резервами с запада, контрудар под Харьковом, а второй момент — это они эвакуировали Ржевский выступ, то есть весь выступ вытаскивается, фронт сокращается, а вот все войска, высвободившиеся, они перекидываются на юг и встают против Рокоссовского. Ну да, это в том числе и 9-я армия Модуля. Да, вот в первую очередь 9-я армия Модуля, которая образует тот фронт, который уже был стабильным, который с кондачка не возьмешь. И в апреле все переходят к обороне и готовятся уже к новому сражению, которое было тогда еще в апреле. Считал, что переход к обороне временный. Но вскоре он станет постоянным. И Рокоссовский на самом деле получил неплохую позицию. Узкий коридор 70 километров в лесах, где могут ударить немцы. Но, тем не менее, ожидалось, что по нему нанесут главный удар. Опять же, к вопросу о том, какое отношение было к Рокоссовскому. Это был человек, которого можно поставить на направление главного удара противника. И октябрь 1941 года под Москвой —
и Сухинический выступ, и Курская дуга. Курский выступ тоже человек, которому можно доверить выдержать удар немца. Перед Курской битвой была довольно долгая пауза. Период подготовки, он потребовал больших организационных усилий, в том числе ввиду распутицы. Войска довольно далеко вперед продвинулись, и снабжение хромало. И поэтому очень много организационных вопросов пришлось решать Рокоссовскому. И еще пришлось ему заниматься кадровыми вопросами. И здесь такой показательный случай, когда у него был молодой командарм Черняховский, будущий командующий фронтом, самый молодой командующий фронтом. Черняховский был вообще человеком, с которым всем работалось хорошо, но у него был член военного совета, запорожец, из старых большевиков, что называется, с самого начала войны на фронте, там, участник гражданской войны, и вот с ним как-то не получалось. Он, по-моему, до Нехлиса запорожец был главой главного политического управления рабоче-крестьянской Красной Армии, да? Но уже позже, когда его поначалу вызвали в Москву, и вот этот вызов в Москву запорожца, его как раз добился Рокоссовский. То есть Рокоссовский, видя конфликт, не стал действовать по принципу, что называется, разделяя властвуй, потому что вообще это иногда практиковалось, когда такой друг с другом недружно живут, но зато это дает некую там управляемость. В глазах некоторых людей это, наоборот, что называется, хорошо, когда собачиться можно играть на сдержках противовеса. Вот Рокоссовский предпочитал все же эти конфликты гасить, и конфликт этот был погашен путем оставления Черняховского, и добились того, что запорожцы вызвали в Москву. Ну, какое-то время он, по-моему, был как раз в кадровом резерве, а потом вот уже политическое управление. А Черняховский как раз вот командовал уже почти год 60-й армии, да? Да, 60-я армия. И она была передана как раз вот из состава Воронежского фронта в состав его фронта, да? Да, нарезали разделительные линии, и, соответственно, Рокоссовскому, помимо тех войск, которые он привез из-под Сталинграда, дали армию такую из кадров НКВД, 70-ю. Галанин, по-моему, да? Армия Галанина, вот как раз про Галанина будет история, касающаяся Курской битвы. И вот с этими войсками, в том числе там свежесформированной 2-й танковой армии, которые как раз весной пытались пробиться на Севск вместе с кавалерией, там вот как раз переброска немцев, войск Ржева, немцы это остановили и готовились к обороне. Надо сказать, что Рокоссовский находился в выгодном положении по сравнению с Ватутиным. Если у Ватутина был фронт 140 километров танкодоступной местности, то у Рокоссовского был узкий коридор в лесах, который был реально километров 70. При этом на руку Рокоссовскому играло то, что Ставка считала, что именно в его полосе будет нанесен главный удар. Но рассуждения на самом деле логичные, хотя позднее наши военачальники, тот же Жуков, это осуждал, что вот там ошибка, разведка, недооценили. Но тем не менее рассуждения были вполне здравые, что коммуникации лучшую группу армий «Центр», и, как говорится, карты в руки, можно сколотить большую группировку. Но тут сыграли свою роль там и всяческие интриги между немецкими командующими. Там Моделя обидели, по большому счету, в кавычках, ему не дали больше войск, а больше войск дали Манштейну. В том числе новые танки. Да. У него, по-моему, у Моделя вообще были не очень хорошие отношения с Клюге, да? Как раз с Клюге отношения хорошие, но он не обладал способностью Манштейна выдирать из начальства резерва. Понятно. Вот Манштейн в этом поднаторел с 1941 года. Он, можно сказать, был асом, чтобы ему надергали всего, что можно. Поэтому все, что можно было получить, он получил. Пантеры свежие получил. Тигра получил, а Моделю досталось чудо техники Фердинанда, 90 штук, самоходки, которые пытались применять как танки. Так что теоретически задача у Рокоссовского была проще, но практически она оказалась все же достаточно проблемной в разрешении, поскольку точное направление удара выявить не удавалось. Кроме того, несмотря на активную деятельность партизан, разведка Центрального фронта, она успешно вскрыла, что появилась армия Моделя. То есть это был, несмотря на то, что его всячески прятали за разными названиями, это все вскрыли. Но вот что находится в глубине у немцев, это было
тайно за 7 печатями. То есть не установили? Да, не установили. Вот все, что было на фронте, так сказать, какие крупные штабы, это все было. А вот конкретно те корпуса, которые заныкали в глубине, что называется, зачистили всю местность вокруг, с их скрытием были проблемы. Поэтому в первый день были сюрпризы. И я говорю даже не о решении на контрподготовку. На самом деле потом командование артиллерии Центрального фронта критиковали, что они пытались стрелять не по местам сосредоточения, где изготовлены к атаке пехотинцы, что называется, во враге сидят, а по артиллерии противника, что это было не очень хорошее решение. То есть в ДСПшных трудах советских это, кстати, Центральный фронт за это критиковали. Но это на самом деле не суть важно, потому что контрподготовка это был такой одна из мер. ДСПшных надо просто нашим зрителям объяснить, то есть закрытых для широкой публики. Да, это были исследования, которые нельзя было пойти купить в магазине. Это предназначалось для служебного пользования, для офицеров советской армии, которые на опыте своих отцов и дедов учились воевать настоящим образом. И в этой литературе очень часто писали вещи абсолютно откровенные, иной раз не называя фамилии, даже нелицеприятные, поскольку практическая задача научить. Но сюрприз-то был не в этом. Контрподготовка, как бы один из этапов. Немцам удалось шарахнуть по наименее подготовленной дивизии. Такая 15-я стрелковая дивизия Джангавы, командир полковник Джангава, и сразу ее обвалить. Она была в составе 13-й армии Пухова? Или да, 13-я армия Пухова. Она была просто на фланге, невозможно быть везде одинаково сильным. Ну да, конечно. И вот немцы за много месяцев затишья нащупали, кто послабее, по нему бахнули. Это был первый сюрприз. Потом второй сюрприз был очень активное массированное использование авиации. И команда Центрального фронта несколько, в первый день такая даже не растерянность, а медленное реагирование на ситуацию. То есть авиацию подняли позже, чем было по плану. И вот этот кризис первого дня пришлось срочно парировать. Причем в чем Рокоссовский поступил грамотно. Традиционным решением было контрудар танками. Второй танковой армии. Направление, на самом деле, пришлось чуть-чуть доворачивать от планов, то есть не достали пакета, поехали куда надо. А вторая танковая — это Богданов, нет? Тогда еще не Богдан, тогда Богданов командовал корпусом, и, если не ошибаюсь, Родин. Родин. Да. Алексей Родин. Да, и, соответственно, выходят в контрудар, натыкаются на «Тигры», несут потери, но Рокоссовский понимает, что что-то идет не так, и не продолжает этот процесс. То есть он не пытается, что называется, выбрасывать в сторону противника резервы. Он предпочитает, все, контрудар останавливаем, просто цементируем фронт. Причем Рокоссовский верен себе стандартной практикой. Это сидеть в штабе, иметь прочную связь со всеми армиями, собирать всю информацию, анализировать. И опять же, со своим штабом, Рокоссовский играл командой. То есть у него была сильная команда из, как я уже опять же рассказывал, из штаба мехкорпуса Московского округа. Это элита офицерского состава, на самом деле, и штабистов. И он, контролируя ситуацию, из штаба стягивает к этому прорыву дивизии Джангава резервы. И на самом деле тут еще и немцы в какой-то момент протормозили. То есть фронт пробит. Они не развивают успех. Ну, понятно, не расширяются. Да, они двигаются вперед, и удается это все заделать. Причем Рокоссовский имеет сильную артиллерию и изо всех сил пользуется. То есть на чем, поскольку контратаки танков натыкаются на огонь «Тигров», в основном сдерживают немцев артиллерии. Причем артиллерии накопили много, боеприпасов к ней много, и элементарная тактика. Кстати, объясняю нашим зрителям, каким образом это работало. Едет танк, который просто так не подобьешь, но вместе с ним идет пехота. И если он уедет впереди без пехоты, ему, в общем, ловить нечего. То есть его где-то там в глубине просто расстреляют из тяжелых пушек, подсунут ему мину под гусеницу, еще что-нибудь сделают. А если стрелять артиллерия, пехота залегает. И танк должен или стоять и ждать, когда там что справится, или уехать вперед, попытаться чего-то добиться, доехать до каких-то артиллерийских позиций. Но в любом случае это срыв наступлений. И все немцы с Северного фаса единодушно говорят об ураганном огне артиллерии.
который мешает продвигаться вперед. Те, кто врываются вперед, с ними борются там, противотанковыми пушками. Тяжелые пушки ставили на прямую наводку. Но вот эти вот вроде бы непробиваемые машины, их всех мины, отсечение пехоты и артиллерии, и прорыв не получается. Однако не следует думать, что у Центрального фронта было прям вот все хорошо. Есть такой вот распространенный образ, что вот это у Ватутина была всякая там Прохоров. Ну да. На самом деле у Центрального фронта было не все, слава богу. Модуль был все же опытным военачальником, и он нащупал слабое место еще одно. Это вот как раз армия Галанина, 70, то есть на стыке армии Пухова и Галанина. За всем этим надзирает Ставка. И есть изданные еще в советское время мемуары Рокоссовского, а есть дополнение к ним. И в этом дополнении есть очень интересный эпизод как раз по Галанину. А дополнение писал он или за Нет, из него? рукописи. Нет, из рукописи. рукописи, На самом да. деле «Солдатский долг» — это такая вроде бы тоненькая книжечка, Ну да. а реальная машинописная рукопись — это там 1000 листов, такая очень толстая пачка. То есть там просто хорошую цензуру провели? Да, это провели цензуру, но это было обычной практикой, как говорится, и Жуков да. был вынужден переписывать, и, собственно, из этих рукописей потом делали посмертные издания. Тут нечему удивляться, это как бы это нормально. Всегда есть некий материал, который остается за кадром. И там есть очень такой занимательный эпизод, когда ему звонит Василевский, то есть находившийся на Воронежском фронте, но тем не менее начальник Генштаба официально, и говорит: я вот звонил Галанину, и он мне не смог членораздельно ответить о положении своей армии. Он там заболел, и Рокоссовский, вопреки своим принципам, вынужден был сорваться и поехать разбираться, что там творится. Там действительно был кризис, и Рокоссовский пошел на перерез своему принципу сидеть в штабе. Единственный раз на 3-й день наступления как раз была ситуация, действительно, когда немцы могли еще раз прорваться, как в первый день. И он поехал к Галанину, опять же, на всякий случай. То, что человек не смог членораздельно доложить, это не означает, что он был, что называется, под шофе и не ворочал языком. Это здесь имеется в виду совершенно другое. В Генштабе есть карта, на которой нанесено все с точностью до дивизии, и членораздельно не смог доложить, что случилось. Это он не мог сказать, где какая дивизия, потому что связь прервана. И он может сказать: тут у меня может быть, вот кто-то тут есть, или может быть никого нету. И вот это как бы следует интерпретировать как членораздельно. Тут не следует думать, что здесь какие-то там вообще нарушения воинской дисциплины. Это не так. И приехав к Галанину, Рокоссовский убедил, что человек, во-первых, там здоров. То есть это как бы, естественно, это сразу был отметен. А так он вмешался в управление, поскольку действительно был некий разброд и шатание, и сумел выправить ситуацию, причем здесь получилось, что советская система командования сработала лучше, чем немецкая. И вот почему. Модуль поставил задание командиру корпуса как раз прорываться через Галанина и уехал в войска. А командир корпуса на это указание модуля наплевал и пошел вообще в другом направлении. За это время Рокоссовский, приехавший к Галанину, сумел восстановить положение. Модуль вечером приезжает в штаб, говорит: ну, как у нас тут дела? Прорыв? Он говорит: никакого прорыва нету. А на следующий день тыкаются, там такая деревенька теплая, пытаются, что называется, фарш провернуть назад, то есть еще раз нанести удар, а уже все. Уже, как говорится, приехал Рокоссовский, что называется, всех построил, и фронт 70-й армии стоит как стена. И, по сути, уже где-то к 9 числу, наступление немцев началось 5, уже к 9 оно выдохлось. Без каких-то перспектив. Реально там это все свернулось 12-го ввиду контрнаступления. А я просто хочу напомнить, это речь идет об июле 43-го года. Июль 43-го года. Переходит наступление Западно-Брянские фронты. И, что называется, перспектив вообще уже никаких нет. Гений обороны модуль начинает судорожно там собирать боевые группы и на оборону на периметре уже Орловского выступа, и цитадель останавливается. А вот дальше происходит операция, когда, говорят, вот у Жукова был Ржев. Да, действительно, у Георгия Константиновича был Ржев. Но не следует думать, что у других военачальников не были эпизодов позиционных боев. Позиционные бои были обычными в Великой Отечественной войне. В отличие от Первой мировой, Великая Отечественная была очень разнообразной.
были и статичные периоды, и там маневренные операции, что называется, с прорывами на большую глубину. Она очень разная. И вот эта очень разность выражалась в том, что у каждого военачальника был свой Западный фронт без перемен. Понятно. У Рокоссовского это Западный фронт без перемен, называется Кромская операция, июль и начало августа 1943 года, когда, хоть немцы разобрали ударную группировку, он должен был перейти в контрнаступление, и, что называется, мега-задача была срезать Орловский выступ. И вот эта разобранная группировка, она все равно оставалась достаточно сильной, оставались вот эти Фердинанды, которые в наступлении, конечно, были совершенно беспомощны, но в обороне, когда они стояли там из километра били, это был опасный противник, и такой хитрый план, который был у Рокоссовского, вот есть старая линия обороны, которая была на 5 июля. Есть линии, на которую достигли к 10-11 июля, и между ними вот это пространство прыжком преодолеть, не дать немцам закрепиться на старых позициях. Вот этот прыжок, он, к сожалению, не получился. Как раз-таки вот эти вот оставшиеся танки, там, Фердинанды, сдержали прорыв танковой армии, и дальше началось такое вот неспешное прогрызание обороны на разных направлениях. В итоге Рокоссовскому дали даже уже 3-ю танковую армию «Рыбалка». Уже в начале августа ее пытались вводить в бой. Но в итоге вот эта вот Кромская операция, которая от окончания обороны и до отхода немцев в основании Орловского выступа, она была таким вот тяжелым позиционным сражением. Если посмотреть потери советских войск в операции Кутузов, то есть контрнаступление под Курском в целом, там едва ли не половина приходится на Кромскую операцию. Она так достаточно слабо исследована. Поэтому у Рокоссовского тоже был свой маленький Ржев. То есть по масштабам это меньше, чем Ржев, конечно, но это было такое позиционное сражение, о котором он в мемуарах высказывался очень так, с большим сожалением. Опять же, в дополнении и Жуков, и Рокоссовский, они единодушно говорят о том, что, может быть, стоило перегруппироваться. То есть потратить там неделю-две времени, рискнуть, но попробовать перегруппироваться. Но, тем не менее, в итоге немецкий фронт в целом сыпется, отходит к Днепру. И дальше Рокоссовский оказывается вовлечен в такие позиционные сражения на Бобруйском направлении. Тут от него уже он один не мог быть двигателем всего нескольких фронтов. То есть, если Западный фронт не прорывается, а Западный фронт Соколовского тогда не смог прорваться, начиная с осени 1943 года и до апреля 1944 шли, опять же, позиционные бои с массированным использованием артиллерии. Поляки там, кстати, поучаствовали, польская дивизия под Ленина. А Рокоссовский, он, на самом деле, из всей этой кампании, так сказать, Бобруйск, Орша, Витебск, он наступал лучше всех. Понятно. Ну да, Соколовского уже потом даже снимут с командования фронта. Соколовский был хорошим штабистом, но он все же был... Есть люди, которые были хорошо и на штабной работе, и в качестве и на первого лица, то есть командующим, да. Да, действительно, Ватутин здесь прекрасный пример. А вот Соколовский с этим не справлялся. Рокоссовский со своим штабом на этом общем фоне был таким светлым пятном. Он продвигался. И такой показатель того, насколько ему доверял, в том числе верховный командующий Сталин, это история с Ковелем и история с Вторым Белорусским фронтом Курочкина, которому предлагалось прорваться, используя успехи на Украине, через Ковель на Брест, перерезать основные коммуникации, вот эта ненавистная группа армий «Центр». У него это не очень получалось. Кроме того, немцы у него деблокировали Ковель. И даже потом такое провели операцию по отодвиганию Красной Армии от Ковеля, Ильза называется, и разбираться, что там стряслось, отправили как раз Рокоссовского. В итоге Второй Белорусский фронт упразднили, и Рокоссовский стал управлять, можно сказать, беспрецедентно большим фронтом. Чем отличался Рокоссовский от всех по состоянию вот на рубеж 43-44 годов, ну реально 44-го, у него был самый длинный большой фронт. Это от Припяти где-то до Витебска, да? Нет, не до Витебска, все же это от Ковеля и до Бобруйска. То есть фактически охватывая всю Припятскую область, у него был огромный фронт. И, опять же, это показывает доверие, что упразднили целый фронт и сказали: Константин Константинович, вот вам еще армии. Да, вот вам еще несколько армий, и разделенных
от ваших, так сказать, главных сил, с которыми вы сражаетесь, как бы, несколькими сотнями километров через леса и болота. Но, тем не менее, Рокоссовский с этим справился. Опять же, когда мы говорим об операции «Багратион», надо понимать, что Рокоссовский, в отличие от других, вел фактически 2 операции в рамках «Багратиона». Одна — это Бобруйск, а вторая — это от Ковеля в направлении Варшавы. То есть фактически штаб Рокоссовского планировал 2 крупных наступления на разных направлениях. Что называется стрельба по-македонски. Вот. То есть в рамках белорусской наступательной операции, по сути дела, было проведено 2 стратегических наступательных операции. Каждая со своими проблемами. Там Ковель усилили армию Чуйкова, которая высвободилась на Третьем Украинском. И вот планирование сразу 2 операций было делом непростым. Здесь следует рассказать об истории вот Сталин выгонял из кабинета. Который довольно часто в кинофильмах обыгрывается. Да, она и в мемуарах, но на самом деле это была такая аберрация памяти. И Жуков на это указывал Рокоссовскому, поскольку они находились рядом практически весь 1944 год. Он говорил, что Константин Константинович, это было, но это было на Нареве, это было осенью, не весной, а осенью. А перед началом Багратиона был достаточно такой интересный сюжет, когда Рокоссовский очень сдружился с Горбатовым. Вот за время боев вот этих вот зимних, когда ставилась амбициозная задача там дойти до Минска, но это не получалось, но тем не менее он там продвигался, лучше других выступал, и он очень сдружился с Горбатовым, и, видимо, их общая судьба и то, что они попадали под каток репрессий, они очень крепко друг с другом сдружились, и он у него был командармом номер 1. Он был командармом 3-й, да, 3-й армии, и Рокоссовский хотел проводить Багратион мощным ударом армии Горбатова в направлении Бобруйска с форсированием реки, обходом города, то есть очень амбициозная операция, но Рокоссовскому сказали, что это как бы чересчур, что этого не поднимете так, план амбициозный, но давайте лучше с 2 сторон бить. А он потом это пересчитал, что как бы я придумал 2 удара, хотя меня потом Сталин выгонял, убеждены вы, не убеждены. Но на самом деле, если смотреть документ, написанный самим Рокоссовским перед Багратионом, он там пишет, что парическое направление бесперспективно. То есть это как бы у него был совсем другой план, и план скорректировали, и скорректировали под нажимом ставки. Но он вполне нормально сработал. То есть, в принципе, нельзя определенно сказать, что вот если бы наступал, как предлагал изначально Рокоссовский, что было бы все плохо, но тем не менее план сработал лучше с 2 ударами, и причем Жуков даже на себя взял контроль над действиями 3-й армии, потому что ей было тяжелее. Потому что немцы там успели укрепиться. Немцы даже, кстати, там собрали столько сил, что даже наступательную операцию планировали. Локальную, 1944 год, июнь. Такой удар возмездия по фронту Рокоссовского. Но, тем не менее, с Бобруйском получилось очень хорошо. Бобруйск окружен, брешь, идут на Минск, а Рокоссовский тем временем, что называется, начинает стрелять по-македонски, еще наступает своим левым флангом на Ковель. Надо было отбить Ковель, причем это получилось на самом деле не с первого раза. Вот есть повесть Казакевича «Звезда». И я бы так сказал, что Казакевич показал, как оно должно было быть, а не так, как оно было на самом деле, потому что, к сожалению, «Викинг» не вскрыли, и первый удар был не очень удачным, но ошибки исправили, и в итоге успешно прорываются через Буг, идут в сторону Варшавы. И вот тут получается тот самый сюжет с Варшавой, который очень вызывает большие дискуссии. Рокоссовский, который, что называется, по своей автобиографии уроженец Варшавы, для него, конечно, было очень важно освободить этот город, не допустить там каких-то разрушений. Но здесь польское подполье, армия Краева, оно своим желанием сделать так, как они хотят, и достаточно низким профессионализмом, они ни слова не сказали. Подходят советские войска. Логичнее сказать, у нас есть творческий план поднять восстание. Молчат. При этом, если бы ему сказали, что мы собираемся там поднять восстание, он бы перекроил свой план. А так у Рокоссовского был вполне логичный план. Зачем штурмовать город в лоб? Это безумие. Киев в лоб не штурмовали, так сказать, Бобруйск в лоб не штурмовали. Это безумная идея, вот так в лоб идти на Варшаву, там, что называется, все танки пожгут на улицах, и опять же там мосты взорвут, и ничего не будет. Варшаву решили обходить с флангов.
И вот советские танки продефилировали мимо Варшавы, идут, значит, в обход, все нормально, идет операция. 8-я гвардейская армия готовится форсировать, и она 1 августа форсирует Вислу. Плацдарм, там польские войска в обороне этого плаза, Студзянки, 4 танкиста и собака. Бои под Студзянками — это как раз плацдарм, который... И тут поступает известие: в Варшаве восстание. Я думаю, что Рокоссовский произнес немало слов, поскольку если бы хотя бы за несколько часов сказали, он бы сказал Чуйкову: стоп, не форсируем, план меняется, план Б. А тут уже форсировал. Уже развернулись могучие бои на плацдарме. И на самом деле Красная Армия сделала очень много. Она сковала все армейские части. Кто подавлял Варшавское восстание? Всякое шлупонь, эсэсовцы какие-то, там Дерливангер, там какие-то коллаборационисты украинские, там совершенно, как говорится, толпа сброда. Поэтому они с ними так долго возились, с восставшими. Эти восставшие были слабо вооружены, действовали, в общем, не очень разумно с точки зрения там, тактики, стратегии восстания, но с ними возились долго, именно потому что все армейские части сковала Красная Армия. И не следует думать, что вот Рокоссовский, будучи уроженцем Варшавы, вот ему Сталин сказал: стой и не помогай восстанию. Он физически в этот момент уже не мог. У него был выбор: или, как говорится, гробить людей армии Чуйкова, заставляя их отступать к плацдарму обратно, так сказать, уходя с плацдарма, это большие потери будут. Ну, конечно. И людей, и техники. Это на самом деле совершенно полное безумие, как бы отступать назад. Висла широкая река. У немцев на самом деле было преимущество в воздухе, потому что аэродромы еще не успели дотянуть к 1 августа. И он фактически оказывается без резервов. Там танковая армия скована немецким контрударом. Там даже 11 корпусов окружили, он прорывался из окружения. И везде руки скованы, и тут он вынужден просто смотреть, что на Варшаву, как в бинокль, что там город жгут и стреляют по нему из тяжелых орудий. И там бомбят. У него возможности помочь физически не было. Ну да, сколько спекуляций ведь вокруг этого, да? Да, вот если бы хотя бы вот появились первые танки Варшавы, к нему вышли аковцы там с белым флагом и сказали: ребят, куда вы едете? Они бы им сказали: мы едем на север, на Нарев. Аковцы — это армия Краева. Да, армия Краева, да. И то, что потом, так сказать, отбили контрудары, отбили Прагу, это восточный пригород Варшавы. Самая главная проблема была мосты. Восставшие, они, вообще говоря, у них планы, они вызывают оторопь. Но это вообще провокация была чистой воды лондонского правительства. Но выглядит это как совершенно вот хаотические действия. Мосты в Варшаве оборонялись там по 20 человек сапер. Если бы восставшие, среди которых было немало, так сказать, опытных бойцов, атаковали эти мосты и взяли их, крепко их держали, у них были хорошие шансы пропустить в город Красную Армию. А так эти саперы отбились, 20 человек с пулеметом. Они те слабые попытки захвата мостов отбивают. И потом, когда Красная Армия подходит к Праге, то есть уже идут бои за Прагу, вот этот пригород Варшавы, здесь мосты все взрываются. Ну, понятно. И дальше через набережные прорываться в город, это было уже занятие совершенно. Да, занятие. Оно нормально работало в январе 1945 года, когда немцы пошли уходить. Тогда, опять же, польские части. А так получилось, что город занят кусками, разрозненные группировки, причем на самом деле они друг другу толком не помогали. И вот это хаос восстания, просто физически не было возможности помочь. Поэтому Рокоссовский как раз и достаточно горько пишет о том, что вот такая ситуация произошла. Он оказался в безвыходном положении, на самом деле. И нарушить свой план. И понятно, что мосты взорвут. А вокруг этого потом развернули целую, так сказать, эпопею. Ну, в итоге были вот эти бои на Нареве, где как раз дискуссия со Сталиным. На самом деле, в этот момент решается вопрос о том, что Жуков становится командующим Первым Белорусским фронтом. Это ноябрь 1944 Да, ноябрь 1944 года. Затихает восстание, напомню, они капитулировали, остатки восставших. Это было 2 октября 1944 года. Но, тем не менее, бои продолжались до ноября вокруг Варшавы, потому что, подчеркну, Красная Армия продолжала сражаться с вермахтом вокруг Варшавы. Это бои шли непрерывно почти. И вот ноябрь 1944 года происходит вот эта рокировка. То есть ставится как наиболее компетентный человек на Первый Белорусский фронт. Причем
Рокоссовский оставляет свой штаб. Во главе с Малининым. Да, Жукову достается еще вот эта крепкая команда, с которой Рокоссовский, по большому счету, 1941 года воюет. Рокоссовскому дают второй Белорусский фронт, которым командовал Захаров в период Багратиона, Георгий Федорович. Георгий Федорович отправляется, соответственно, на Балатон, точнее, в Венгрию. Тогда еще до Балатона не дошли. А он туда направляется в качестве замкомандующего фронтом? Сначала командующий 4-й гвардейской армии, а потом уже замкомандующим фронтом. Это вот Толбухина. И об этом вопросе очень много спорят. Стоило, не стоило, что должен был обязательно человек там этнически русский наступать на Берлин. Вот насчет этнически, это, я думаю, что вообще роль не играл. Вопрос был именно в том, что требовались какие-то необычные решения. А необычное решение мог отработать именно Жуков. При этом следует подчеркнуть, что вот в Висло-Одерской Рокоссовский действовал вполне грамотно, то есть он в итоге отстал от своего соседа Жукова, но, тем не менее, это было, в общем, объективно обусловлено тем, что у него там было несколько задач, он благополучно вышел к Балтийскому морю, отрезал Восточную Пруссию, то есть Вторым Белорусским фронтом Рокоссовский командовал вполне компетентно и адекватно, и относительно все же штурма Берлина, вообще необычных решений. Здесь показательный пример с Данцигом, что от Рокоссовского ждали, опять же, какого-то необычного решения с отсечением немцев от Данцига. А он на необычное решение не пошел, ему дали танковую армию Кутукова, и он ее использовал просто для того, чтобы дробить группировку противника. То есть отсечь тех, кто находится в Данциге, а тех, кто находится там севернее, в районе Цопота, такой известен как Сопот. 80-е годы, да, песенный фестиваль. И у меня вот каждый раз, когда говорят Сопот, я сразу вспоминаю, что там бои были. Ну да, а Данциг — это польский Гданьск вообще. Да, нынешний польский Гданьск, и поэтому с Данцигом пришлось возиться довольно долго. Хотя, опять же, и листовки сбросили, так сказать, ультиматум. То есть Рокоссовский действовал все по правилам ведения войны. Но с ним провозились несколько дольше, чем планировалось первоначально. И поэтому к началу Берлинской операции Рокоссовский подстал. Он опаздывает. Кроме того, он оказывается ситуация, что ему надо форсировать два русла Одера. То есть в чем была как бы сложность задачи войск Рокоссовского? Есть русло Одера, есть такая низменность и Альто-Одер. То есть две реки, и между ними пространство, которое и не река, и не суша. Ну, болотистая такая местность. Да, во-первых, топкая местность, но не глубокая. То есть если бы она была даже глубокой, по ней можно было, что называется, на лодках переправлять. А когда идут, что называется, по колено в воде, там... Ну, понятно, скорость движения, понятно. Да, скорость движения, поэтому вот эта вот проблема форсирования, там Батов. Вот Батов у нас был человек форсирования. Вот, опять же, Батов был один из тех людей, с которыми очень плотно работал Рокоссовский. Вот один из членов его команды, это был Батов. Так вот сложилось, что вот у него были хорошие отношения с Горбатовым. Правда, Горбатова у него к тому моменту забрали. Его на Третий Белорусский фронт. Да. Он же брал Кёнигсберг. Да. Там его как бы фронт разделился. Рокоссовский пошел в Померанию, а войска пошли штурмовать Восточную Пруссию. Ну вот Батов был один из, так сказать, людей, с которыми хорошие отношения были у Рокоссовского, и он был человек форсирования рек. Он даже после войны написал книжку, опять же, для служебного пользования, о том, как форсировать реки. И вот у него очень хорошо получилось форсировать эти два русла Одера, но тем не менее это время. Ну, конечно, да. Да, процесс прошли вполне грамотно, там всякие вот по дамбам прошли, то есть это такой тоже образец того, как надо форсировать сложную водную преграду. Но говорить о том, что вот Рокоссовский был, что называется, в 2 шагах от того, чтобы повернуть на Берлин и взять его, это все же такое преувеличение. Ну, конечно, да. Рокоссовскому досталось нормально Западное Померание, встреча с англичанами. То есть вот к моменту, когда форсировали, развили успех, уже судьба Берлина была решена, уже как бы шли бои на улицах города, а войска Рокоссовского, говорится, шли маршем по Западной Померании, собирая пленных, потому что уже немецкая оборона вся посыпалась. И вот это было его, так сказать, последним действием в войне. Потом был парад Победы, которым он совершенно заслуженно оказался, поскольку человек прошел действительно от первых сражений до лета и через самый критический момент войны. И через Волоколамское направление, и через Сталинград, Курск. То есть он, как бы говорят у нас, а почему не Конев там, например? Вот потому что, так сказать, у Рокоссовского вот эта вот его линия, она шла через победу.
А вот дальше он получил такую политическую миссию, когда стал министром обороны новой Польши, уже, так сказать, которая была вовлечена в орбиту советского блока. И здесь надо сказать, что эта должность была отнюдь не подарком. Да. Рокоссовского неоднократно стреляли. То есть покушения были Да, неоднократно. были покушения, причем вплоть до того, что он ехал на машине, стреляли, там разбили стекло, пуля в него не попала, он получил ранение осколком стекла. То есть это на самом деле война после войны. Вот эта вот необходимость держать в, так сказать, рамках нового строя тех людей, которые, в общем, хотели каких-то других идей, другого направления политического. И на самом деле, в отличие, так сказать, от других полководцев, которые получили возможность отдохнуть после войны, у Рокоссовского была вот эта миссия достаточно своеобразная, когда он в тяжелые годы контролировал безопасность Польши, в том числе с риском для жизни. И вот отдых он получил уже после того, как можно было доверить управление безопасностью местным, чтобы не было каких-то там переворотов, еще что-то, потому что начиналась холодная война. Рокоссовский был на переднем крае, да. На переднем крае холодной войны. Угу. Да. Выполнив эту миссию, он уже получил возможность отдохнуть, как говорится, заняться тем же мемуарами. Как считается, что у него были такие натянутые отношения с Жуковым, но, на мой взгляд, учитывая то, что они переписывались, они все же в итоге примирились. Да, примирились. Но тут, опять же, вопрос, кого поставили на Первый Белорусский фронт. Ну, там. да, да. То есть такие вещи, это надо понимать, что полководцы чаще всего люди с очень непростым характером. И то, что между ними возникают какие-то конфликты, это совершенно естественный, неизбежный процесс. Это, по-моему, в любом коллективе и между любыми они возникают. Все зависит от того, насколько люди могут подняться над этими конфликтами, простить обиды какие-то, простить какие-то недоразумения и, в конце концов, потом восстановить эти хорошие отношения. Так что я думаю, что я тоже не вижу, вот знаете, такой глубинной трещины, что ли, в этих взаимоотношениях, понимаете? Потому что у Конева и Жукова тоже были такие же. У него был более глубокий трещина, связанный с 1957 годом, это да. А тут просто в том числе и разные характеры. То есть Жуков был человеком, который, мог резать правду матку прямо в лицо, устраивать выволочки. Вот Рокоссовский... Он более деликатный был, конечно. У него был более такой горячий человек Малинин. Он, так сказать, всегда был таким третейским судьем, который все эти конфликты в итоге улаживал. Да. И вот пример с запорожцем, он показывает, что человеку, который был репрессирован, еще, так сказать, обижать героя гражданской войны, он не постеснялся обидеть героя гражданской войны. Именно для того, чтобы был погашен конфликт и компетентный командующий остался в его фронте. Хотя Черняховский в итоге не играл первую скрипку в Курске, но... белорусская операция, он там в Припятских лесах, он там... это 60, это как раз Батов, а Черняховского у Рокоссовского отобрали, и он вместе с Пуховым оказался на Первом Украинском, и дальше он брал Тарнополь. Но он воевал все равно, вот на границе Украины и Белоруссии, они там воевали все равно, вот в этих припятских, так сказать, болотах и лесах, там, вплоть до польской границы. Ну что, Алексей Валерьевич, я вам выражаю очередную благодарность за подробный и интересный рассказ о Константине Константиновиче Рокоссовском и о том, его боевом пути, который он прошел, начиная с Курской битвы и до фактически конца своих дней.